Поскольку Виктор Александрович СМЕРШ Оксана продолжает носиться с бредовой идеей о том, что Сара ворует петлевое не только в фонокорах, но и в МЗЧ, в этом коротком видео дополнении к вчерашнему мастер-классу я защищу невинность Сары в МЗЧ. Получив сокрушительную фиаску с фонокорректорами, он по-быстренькому переобулся в усилители мощности, но, как и вчера, выдал такой же точно перл. В смысле, наступил на те же самые грабли. Смотрите-ка, он и здесь тоже взял мою схему. ВВшника 89 с сервопетлей на 574 ОД1. Это журнал радио 1989 года. Так что, смотрите, вот давайте увеличим схему, посмотрим. В чем грабли? Точно в том же. Он взял петлю общей ООС, разделил ее искусственно на отдельно вот эту вот ветвь с резисторами обратной связи, вон R7, R2, как одну часть, а вторую часть оставил вне пробника Тиана Медельбрука. Вот она. Вот вторая петля у него опять осталась голая, босая. Он ее обзывает почему-то с какого-то перепугу петлей местной ООС, хотя она точно так же включена между выходом усилителя мощности и входом операционника входного. Ну вот. И что получил? И получил тоже точно такой же свой результат. И с радостью типичного пациента Даннинга-Крюгера тут же отрапортовался об очередном подтверждении своей обсессии, то есть навязчивой идеи, по отгрызыванию петлевого усиления. То есть вот эта схемка у него, смотрите, что делает. АЧХ петлевого внизу отгрыз интегратор. Если в таком вот виде засунут пробник, то получается вот такая вот АЧХ петлевого усиления. И Виктор Александрович очень сильно радуется, что она вот имеет на 1 кГц максимум, а потом опять пошла на спад к низким частотам, как это было у него вчера с фонокорректорами, до того, как я ему объяснил, в чем он не прав. Вот, да, красота. Совершенно четко, кайф для нашего вжука. И в свое оправдание потом он разрывает, вернее, вот эту петлю Сары по постоянке и получает вот такой вот красивенький график АЧХ петлевого усиления. Типа, если Сара у меня появляется, то у меня вместо красивенькой вот такой вот АЧХ петлевого усиления на низах получается с вот таким вот горбом на килогерц и потом резким достаточно спадом к низким частотам. Красотища. Опять наш Виктор Александрович на любимом коньке. Но тут опять появляется Сухов, который разваляет всю эту ахинею сейчас 2 кликами мышки. Смотрите. Вот это вот схема одного из первых вариантов моего МЗЧ высокой верности 21 века. Ну, это модификация ВВшника 89 на современной комплектовке и с патентованным выходным каскадом на термалтраковских транзисторах. Вот они, выходные термалтраки. Вот входная Муза 03. И Сара по постоянке на операционнике ОПА 192.
Так что мы сейчас вам покажем. Смотрите. Опять 2 клика мышки. Вернее, перед кликами мышки я обращу ваше внимание, что я в полном соответствии с требованиями правил Тиана и Миддельбрука вставляю вот этот вот элемент. Это пробник Stability Probe, то есть пробник устойчивости. Он вставляется в общую ветвь общей обратной связи. То есть общая ветвь общей обратной связи — это где все ветки, все возможные ветки обратной связи сходятся в одну. А здесь же тоже, как и было в ВВшнике 89, так и здесь у меня 2 равноценные ветки в обратной связи. Вот это вот резистивная с выхода через вот этот резистор на 24 килоома на вот этот резистор 1 килоом и на инвертирующий вход музы 0,3. И вторая ветвь через SARу на операционнике ОПА 192. Ну вот. То есть у меня как раз сделано все в полном соответствии с правилами схемотехники, с профессиональными правилами профессиональной схемотехники. Кто не знает, почитайте в интернетах, значит, Тиан и Миддельбрук. 2 ключевых слова. Ну что ж, теперь смотрим то, что нас интересует. Stability. Run. Опа! Смотрите-ка. Вот она, АЧХ петлевого усиления, у которой никакого спада на низах, как у Виктора Александровича, нету. Даже наоборот, легенький приподъемчик. Он почти до 160 дБ. Вот на самом деле вот такая вот АЧХ петлевого усиления. Чтобы для полного счастья, давайте еще посмотрим и АЧХу усилителя, когда все обратные связи сидят на своем месте, и что получается у нас с АЧХой усилителя. AC Analysis, вот нам АЧХ нашего усилителя. Она линейна от 0,3 Гц до 3 МГц. Если по уровню минус 3 дБ, или если по уровню там 0,01 дБ, то это 1 от 2 Гц до 1 МГц. Вот. Вот такая АЧХ. Ну давайте теперь для полного счастья я еще сделаю такой финт ушами. Я разорву SARу по постоянке, вот эту вот петлю этой SARы, то есть уберу SARу по постоянке, и мы посмотрим, как отсутствие SARы по постоянке будет влиять на АЧХ значит, петлевого усиления и на АЧХу усилителя с всеми замкнутыми значит, петлями обратных связей. Что для этого сделать? Я вот увеличу вот этот резистор 24 килоома до, скажем, мегома или 10 мегом, чтобы как бы вот эта вот ветвь обратной связи через операционник SARы по постоянке, чтобы она была разорвана. То есть сделаем степпинг вот по этому резистору, резистор R41. Сделаем сейчас степпинг по резистору R41. В Stability, степпинг и R41 от 24 килоом до 1000 мегом. И включим степпинг. Step it. Вот. Опля. Смотрим. Run. О! Видите? На низах, то есть для частот ниже, скажем, вот тут сколько, ниже 0,3 Гц, это поимело эффект.
вот этот верхний график, это когда у нас R41 24 килоома, а вот это, когда R41 1 гигаом. То есть, когда у нас сары по постоянке нет, у нас АЧХ на низах горизонтально. В смысле АЧХ петлевого усиления. А когда у нас R41 24 килоома, то петлевое усиление на низах даже увеличивается, потому что у нас к общей петле вот этого вот операционника Musis 03 добавляются составляющие, которыми подпитывает их значит, операционник сары по постоянке. Понятно, да? То есть введение сары по постоянке в общую петлю ООС отнюдь не уменьшает, а наоборот слегка увеличивает петлевое усиление на частотах ниже 0,3 Гц. Ничего отрицательного в этом нет. Давайте еще проверим аналогичное влияние сары по постоянке, аналогичное на АЧХу усилителя с номинально замкнутыми всеми цепями обратной связи. Для этого сделаем степпинг на тот же самый R41 в тех же самых пределах от 24 кОм до 1 гигаома. Включаем степпинг и смотрим, как это будет влиять на АЧХу. Вот. Когда сары по постоянке нет, у нас АЧХ до самых низов горизонтально. А когда у нас включена сара по постоянке, вот она, вот это вот. Видите, это ветка, когда R41 24 килоома, а это 1 гигабайт, 1 гигаом. Так вот, введение в работу сары по постоянке обеспечивает завал АЧХ на частотах, смотрите, на скольких, ниже 0,3 Гц. Вот это вот кривулька, это 0,1 Гц, это 0,2, это 0,3, 0,4. Вон, меньше чем полгерца начинается завал. Но меньше чем полгерца нас частоты не интересуют. У нас не акустическая система, ни источники сигнала таких частот низких уже не содержит. И акустическая система их не воспроизведет. То есть, и с точки зрения АЧХи, усилителя мощности, введение вот этой вот сары по постоянке к отрицательным последствиям не приводит. Отрицательные последствия будут гораздо больше и чувствительные, если вместо сары по постоянке я вот сюда введу, как это обычно делают, входной конденсатор. Не дай бог электролитический еще к тому же. Вот. А конденсатор должен быть достаточно большой, в несколько микрофарад. То есть это должен быть либо очень крупногабаритный пленочный, либо немножко искажающий керамический, либо еще более искажающий электролитический. А в данном случае у нас вход без разделительных конденсаторов, что, собственно, и является большим преимуществом применения сары по постоянке. Ну и раз я уже открыл в микрокапе схему ВВшника 21 века, давайте в заключение я вам покажу еще один интересный момент, который прольет свет на то, что такое сара в современном ОМЗЧ. Смотрите, я вам сейчас покажу функционал, основной функционал этой сары по постоянке. То есть я покажу, каким же является реально расчетный потенциал или постоянное напряжение на выходе ОМЗЧ.
Что я для этого делаю? Мне надо сначала сделать просчет любого режима. Вот. А теперь включить отображение узловых напряжений по постоянному напряжению. Смотрим. Вот. Выход усилителя. Вот он. Out. Сколько? Минус 316 нановольт. Это 0,3 микровольта. Ребята, меньше микровольта. Не милливольта, а микровольта. И это при том, что в большинстве усилителей современных считается очень даже неплохим постоянка на выходе, ну, в районе, там, скажем, 50-60, ну, меньше 100 милливольт. Если меньше 100 милливольт, это уже считается очень хороший результат. А у нас 0,3 не милливольта, а микровольта. На 4 порядка лучше, чем считается приемлемым. Давайте сейчас сделаем тот же самый тест, только разорвав, значит, петлю серво по постоянке. Для этого я сделаю что? Я просто отключу этот, ну, выну из разъема вот этот вот операционник. Я даже не буду его уничтожать. В микрокапе для этого есть вот такая вот функция. True или false. Разрешен или запрещен. Если я поставлю сюда false, то, видите, он обесцвечивается, и его уже тут нету. Теперь делаем то же самое. Опять делаем просчет. Вы видите, что завал на низах АЧХи ниже 0,3 Гц пропал, как это и должно быть. А что у нас с постоянными напряжениями на выходе? Ну вот, минус 25 милливольт. Это тоже приемлемо, скажем так. 25 милливольт это как у современных средних значит, усилителей мощности. То есть вот этот вот операционник и вся сара по постоянке у меня сейчас отключена, и заботами по постоянке на выходе занимается вот этот операционник Musis 0.3. Он тоже современный, тоже хороший, но у него, значит, собственное смещение, конечно, больше, чем у этого. Да еще и усиление по постоянке есть. Вон 24 разделить на 1 в 25. То есть, если бы у меня Musis 0.3 стоял вот здесь, у меня было бы на выходе не 25 милливольт, а где-то 1 милливольт. Тоже хорошо. Но с опашкой 192 гораздо лучше. Ну вот, ребята, на сегодня, наверное, все, что я хотел вам сказать. Не верьте больше СМЕРШу, потому что он непрерывно лажается и рассказывает вам те сказки, в которых он сам ничего не понимает. Вот. И до новых встреч. Всегда ваш Николай Сухов.